Всем привет! Где праздник ногтевого сервиса? Правильно, с вами Ирина Брилева. Добро пожаловать! Подписка, звоночек и поехали! Сегодня у меня в кадре педикюр. Вот такие вот сухие очень стопы. На плюсневой части стопы имеются мозоли, вот такой вот круглой формы. А пяточки очень сухие, но при этом кожа довольно тонкая. На большом пальце у нас была установлена титановая нить. Сегодня будем ее переустанавливать. И как раз покажу вам установку, потому что было очень много комментариев, очень много вопросов. А также очень многие люди просили на YouTube и в Instagram показать установку титановой нити. Вот сегодня как раз таки будем выполнять педикюр с помощью дисков, аппаратную обработку пальчиков и установку титановой нити. Убираю титановую нить, опиливаю форму пилочкой на 180 грит и приступаю к обработке пальчиков. Фрезой удлиненная почка с красной насечкой вычищаю птеригий. Ноготь на большом пальце у нас цилиндрической формы, а это значит, что очень коротко такие ногти обрезать нельзя, особенно вырезать углы, иначе углы будут врастать, расти прямо в боковые валики. Как раз таки эта клиентка так и сделала, очень сильно повырезала, особенно это видно с левой стороны, угол. И в прошлый раз, когда мы ставили титановую нить, она пришла как раз таки с болью в боковом валике, уже с покрасневшим боковым валиком, поэтому титановая нить просто была спасением в этом случае. Следующая фреза у меня коротенькая почка с синей насечкой. Этой фрезой я поднимаю кутикулу юбочкой. Работаю на реверсе на 15 тысячах оборотов. Следующим этапом срезаю кутикулу. Делаю это шариком 0,40 диаметра с синей насечкой. Работаю на форварде на 10-13 тысячах оборотов. Двигаюсь справа налево. Обязательно пальцами левой руки натягиваю кожу, чтобы хорошо срезалась кутикула. Теперь силикон-карбидной фрезой полирую кожу, убираю мелкие заусенцы, в общем делаю, чтобы было все гладко и блестяще. Следующим этапом будем обрабатывать стопы. Приклеиваю файл на 100 грит и буду снимать верхний огрубевший слой кожи. В данном случае я убираю участки кожи, которые торчат, они очень сухие, в общем мешают клиентке жить. Диски я взяла размера М, это 20 мм, от торговой марки Stalex. Подхожу к плюсневой части стопы, убираю натоптыш сбоку с внешней стороны стопы. И далее буду обрабатывать мозольку, которая образовалась посередине плюсневой части.
Далее приклеиваю файл на 180 грит, приступаю к шлифовке кожи. Трещин здесь как таковых нет, есть просто заломы сухой кожи. Этим же файлом обрабатываю пальчики, все хорошо зашлифовываю, уже на этом этапе кожа становится гладкой. Но у нас впереди еще один этап – полировка. Увеличиваю обороты до 20 тысяч и приступаю к обработке. До этого с сотой гритностью и 180 я работала на 18 тысячах оборотов. Обязательно работаю с пылесосом, потому что здесь летит сухая кожа, она очень легкая, воздушная, поднимается в воздух и попадает в дыхательные пути. Поэтому, работая дисками на сухую, да и вообще в любой аппаратной технике, очень важно иметь пылесос. Теперь хочу доработать пальчики. Смачиваю все мыльной водой, поработаю в зоне боковых валиков, поубираю подногтевые мозоли и тогда уже будем устанавливать титановую нить. С левой стороны видно, что угол еще у нас не дорос. Еще нам нужно установить титановую нить, дорастить этот уголочек, и тогда уже клиентке ничего не будет мешать. Обезжириваю ноготь Nail Prep'ом, прохожусь праймером в тех местах, где я буду приклеивать нить. И теперь композитом немножечко смазываю участки, где я буду крепить титановую нить. Полимеризую 30 секунд. Нить буду устанавливать 12 размера. Здесь у нас тонкий ноготь, все с ним в порядке, поэтому тонкой нити будет достаточно. Выдавливаю шарик композита на кончик проволоки. Под углом 90 градусов устанавливаю ту сторону, которую нам нужно поднять. Далее отмеряю необходимый отрезок. Отрезаю его специальными кусачками по металлу. Хорошенько прижимаю к ногтю, чтобы он плотно прилегал. И еще раз полимеризую.
Время полимеризации зависит от композита. Закрепляю окончательно композитом, аккуратно ставлю по капельке и полимеризую. Теперь проверяю, прочно ли я приклеила титановую нить. Все у нас прекрасно держится. Теперь показываю конечный результат. Вот такие вот получились у нас стопы и пальчики. В установке титановой нити есть очень много важных нюансов, моментов, с какими ногтями можно работать, с какими нельзя, какого диаметра должна быть титановая нить, ну и так далее. В одном видео этого всего не объяснить. Для этого существуют специальные курсы, где вам все расскажут, покажут и научат. Поэтому советую не повторять просто так с видео наобум, а пройти специальное обучение. Надеюсь, это видео было вам полезно. Ставьте пальчик вверх, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик. Всем желаю хорошего настроения, здоровья и до новых встреч. Пока-пока.